Всем привет! Меня зовут Алина Федорова. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет очень интересное, а главное полезное видео, поэтому досмотрите его до конца. Мы разберем очень интересный вопрос. Этот вопрос интересует многих людей, потому что люди смотрят в Инстаграме, в других социальных сетях на проактивных людей, которые постоянно чем-то заняты. То есть у них работа, у них там 3 хобби, дети, плюс путешествия. И для многих людей это кажется каким-то невероятным, мол, откуда у людей столько энергии, чтобы всем этим заниматься? Как можно делать все и сразу, и как можно быть успешным в разных сферах жизни? Вся наша жизнь — это некий такой энергетический обмен, это водоворот энергии, когда мы энергию отдаем на что-то, мы что-то творим, что-то созидаем. И также мы восполняем энергетический ресурс, когда мы занимаемся любимыми вещами, хобби, когда это какие-то позитивные эмоции, впечатления, это может быть природа. Но бывает так, что у человека просто энергетический такой дисбаланс из-за того, что он отдает энергию на те вещи, которые ему не приносят радость, которые не отдают ему энергию взамен. При этом человек себя не наполняет из других каких-то источников этой энергии. И человек просто как выжатый лимон. Ему кажется, что нет сил ни на что, нет ни физических, ни моральных сил, ничего не радует. Некоторые люди заболевают, у кого-то это может быть как депрессия, у кого-то может быть уже и какие-то физические заболевания тела. Поэтому очень важно соблюдать энергетический баланс, следить за этим. То есть откуда вы берете энергию, куда вы тратите эту энергию. Это очень важно для того, чтобы быть здоровым человеком и счастливым человеком. Давайте разберем вообще, куда уходит ваша энергия. Ребят, ну и конечно же на ваше самочувствие, на ваше здоровье, на то, как вы выглядите, влияет то, что вы едите. Многие люди недооценивают важность правильного питания. А ведь это наше все, это наше настроение, это наши силы, это наша энергия на реализацию наших каких-то целей, желаний. И, к сожалению, очень многие люди из-за того, что они настолько загружены, у них много работы, дети, какие-то заботы, стрессы, что человек просто не замечает, как он питается, не замечает, что он питается неправильно. И он просто неосознанно, медленно себя убивает. Появляются разные заболевания, появляются лишние килограммы, и человек сам не понимает, откуда все это берется. Ребят, я очень счастлива, что мне наконец-то удалось создать продукт по переходу на правильное питание на платформу Whisper, и теперь все пользователи платформы Whisper смогут не только заниматься фитнесом, но и корректировать свое питание грамотно. Записали курс с очень крутым профессионалом, ее зовут Светлана Бугела. Так вот, Светлана — выпускница Британской академии медицинских наук. Она является экспертом по детоксикации организма, по нормализации веса. Также она специалист по пищевым поведениям, а также пищевым зависимостям. Поэтому курс получился очень глубоким. Также хочу добавить, что Светлана является матерью 3 прекрасных детей, поэтому она добавила очень много разных лайфхаков для мамочек. И это поможет вам скорректировать не только свой рацион питания, а вообще для всей семьи, приучить детей к правильному питанию. И там много крутых советов. Что будет результатом прохождения этого курса? Вы улучшите качество своего тела, своей кожи, своих волос, улучшится ваш иммунитет, состояние вашего кишечника, вы будете испытывать легкость, вы научите отличать психологический голод от физического, вы научитесь контролировать свое пищевое поведение, составлять свою порцию, разбираться, сколько вам нужно жиров, белков и углеводов. Вы составите список правильных продуктов, причем это будут не только овощи и крупы, это будут также и ваши любимые какие-то вкусные вещи, но более, так скажем, щадящие альтернативы. Вы научитесь правильно питаться с заботой о себе вне дома, если это работа, командировки, перелеты и так далее. И вообще качество вашей жизни значительно улучшится. Причем не только ваше, а и вашей семьи. Например, если у вас есть дети, муж, либо вы живете с родственниками и готовите на всю свою семью. Курс «Рацион на жизнь» состоит из 2 модулей. Первый — это переход на правильное питание. Его длительность 15 дней. И после чего у вас еще будет доступ к этим материалам на протяжении 2 месяцев. Второй модуль — это отказ от сахара. Он также будет длиться 15 дней, и у вас также будет 2 месяца доступа. Если вы покупаете
покупаете 2 модуля и переход на правильное питание и отказ от сахара, у вас остается доступ пожизненно к материалам. Также вы получаете в подарок подписку на Whisperns на 3 месяца и также 20% скидку на покупку любого продукта Whisperns. Курс уже доступен на платформе Whisperns. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. Я уверена, что вы не пожалеете, потому что это вклад в себя, в свое здоровье и в свою жизнь. Первое – это нелюбимая работа. Большинство людей проводят большую часть своей жизни на работе. Это с понедельника по пятницу, у кого-то это больше времени. И вот представьте, столько времени проводить в условиях того, что вы делаете то, что вам не нравится делать, что вы находитесь в месте, которое вам не нравится, и общаетесь с людьми, возможно, которые вам не нравятся. То есть вам не нравится ваша работа, и вы находитесь постоянно в состоянии некого сопротивления. То есть вы наступаете себе на горло. Каждый раз, когда вы идете на работу и вам это не нравится, каждый раз вы идете против себя. Вы предаете себя, вы предаете свою душу. И, конечно же, это будет отбирать уйму сил. То есть, представляете, сколько сил бы могло у вас остаться для того, чтобы вы потом создали что-то, возможно, то, что вам бы приносило радость, не знаю, возможно, творчеством каким-то начали заниматься, либо образовывались, получали какую-то профессию, которая вам по душе, а вы просто сливаете эту энергию на то занятие, которое вам вообще не приносит никакой радости. Я понимаю, что многие люди могут возразить и сказать: ну а как же так, вот у меня нет других вариантов, мне нужно обеспечивать семью, себя, и выхода нет. Ну, вы должны понимать, что нужно открыть шторки, и выход всегда будет, не бывает безвыходных ситуаций, просто нужно смотреть шире, и нужно понимать, что если вы будете работать на нелюбимой работе, заниматься тем, что вам не нравится, это путь в никуда. То есть вы обрекаете себя, чтобы вот всегда быть несчастливым человеком, чтобы всегда быть поникшим, и чтобы всегда сливать свою энергию непонятно на что, на внутреннее сопротивление. И, ну, то есть ничто в этой жизни не стоит того, чтобы просто быть несчастным. Мы все приходим в эту жизнь для того, чтобы быть счастливыми, полноценными людьми, для того, чтобы приносить пользу этому миру. А мы действительно можем приносить пользу и делать что-то качественно только когда это идет от души. Если есть сопротивление, если вам это не нравится, то вы сделать, по сути, ничего толкового, качественного, то, что будет действительно очень нужно, вы не сможете, если вам это не нравится. То есть если человек идет в какую-то профессию не по зову своей души, он не будет качественно, как бы мог, предоставлять какие-то услуги другим людям. Второй пункт – это не те люди. Вы больше всего сливаете свою энергию, если вас окружают люди, с которыми вы не резонируете. Если это люди, которые токсичны для вас, если вы совершенно на разных уровнях, и это могут быть как и ваши знакомые, друзья, так и на работе где-то, так и даже ваши родственники. Вы должны понимать, что если вы с этими людьми проводите много времени, особенно если это прям изо дня в день, вы должны понимать, что они оказывают на вас просто невероятное влияние. Если это токсичные люди, они реально будут высасывать вашу энергию как вампиры. То есть вы постоянно будете сливать свою энергию на этих людей. Вы всегда будете чувствовать апатию, вы всегда будете поникшие, и никогда не будет хватать энергии. Поверьте, очень важно окружение, супер важно. И также, когда мы часто общаемся с людьми какими-то, мы все равно в какой-то степени перебираем от них их что-то. То есть, ну, знаете, как много поговорок в народе есть: с кем поведешься, того наберешься. Это ведь правда. Когда вы общаетесь с людьми, вы можете перебирать их какие-то негативные черты, какие-то плохие стороны. И это может происходить даже неосознанно. То есть вы можете даже этого не замечать. Зачем вам это надо? Вы должны окружать себя теми людьми, которые вас вдохновляют, которые вам интересны, у которых вы можете чему-то научиться. Еще я считаю, что если у вас есть выбор провести вечер в одиночестве, либо же пойти в компанию какую-то, которая вам неприятна, я бы выбрала одиночество. Вот честно, я бы лучше
послушала что-то интересное, почитала, занялась творчеством, прогулялась одна где-то, подумала, нежели идти на какое-то мероприятие, где я знаю, что мне будет некомфортно. То есть я всегда прислушиваюсь к своей интуиции, она меня чаще всего не подводит. Следующее — это не те места, и это касается всего. Это может быть дом, квартира, район, какое-то место, страна даже. И, возможно, вы замечали, что вот вы заходите в какую-то квартиру, вас пригласили в гости, и там все нормально, все чисто, ухожено, красивый ремонт, люди приятные, но находиться вам там почему-то именно в этом месте неприятно. Бывает так, что тоже это может быть какое-то общественное место. Вот вы заходите, и вам тоже по какой-то причине просто неприятно. Также это может быть страна. Вот все страны разные, не отличаются там и климатическими зонами, и архитектурой, и атмосферой, менталитетом, то есть какие люди, какие обычаи и так далее. И бывает так, что, да, такое бывает, что человек рождается в стране, но он при этом всегда чувствует себя, что ему там некомфортно, вот не подходит ему там, и он чувствует, что он как не в своей тарелке. Когда он смотрит какие-то там фотографии, видео с других мест, он смотрит, думает: боже, как классно там было бы жить, вот я хотел бы. Потом человек едет туда туристом, ему там нравится, он влюбляется в какие-то места, и он мечтает переехать, и некоторые люди, многие, переезжают куда-то, потому что там им комфортнее. И так бывает. Все люди разные, и, конечно же, нужно подбирать под себя то место, где вы себя будете чувствовать хорошо, где вы будете чувствовать себя здоровым, где вам будет приятно находиться. То есть нужно создавать свой собственный рай своими руками. Не нужно соглашаться на меньше. Вот я здесь родился, вот там и пригодился, да? Нет, нужно своими руками строить свою дорогу и действительно стремиться к какой-то жизни, которая будет идеальной для вас. Мы все в состоянии построить себе такую жизнь. Следующее — это непроработанные эмоции и травмы. Почему сейчас стало очень популярно обращаться к психологам за помощью? Да потому что люди стали более осознанными, начали уже понимать причинно-следственную связь в своей жизни, что почему. И многие поняли, что для того, чтобы найти какую-то гармонию, баланс, нужно обратиться к специалисту для того, чтобы, так скажем, проработать некоторые вещи. Но что такое проработка? Потому что некоторые люди, даже употребляя это слово, они не понимают, что это значит. На самом деле тут все просто. Проработать какую-то эмоцию, травму, это означает просто ее прожить и отпустить. Это когда это уже не сидит в вас, когда вы это отпускаете, и когда это уже на вас не влияет. Например, вот у вас был негативный опыт там с вашим первым мужем, и у вас сформировались какие-то убеждения насчет мужчин негативные, что вы боитесь вступать в отношения, либо вы стоите на одни и те же грабли. То есть это означает, что тот травмирующий опыт, та ситуация продолжает на вас действовать. И когда вы начинаете все это откапывать в себе, прорабатывать с психологом, понимать ту ситуацию, осознавать ее, рассматривать под разными углами, отпускать, прощать и исцелять себя, тогда эта ситуация больше не действует на вас. Она просто уходит из вас, вы ее пережили, прожили и отпустили. И больше у вас уже нет никаких негативных установок, убеждений, блоков, и вы можете уже спокойно строить свою личную жизнь. И это касается любого вопроса. И причем есть как и детские психотравмы, они есть у всех в подростковом возрасте, во взрослом возрасте. Но почему чаще всего психологи начинают доставать ваши какие-то травмы из детства, анализировать, как прошло ваше детство, кто ваши родители, потом подростковый возраст и так далее. Потому что, смотрите, например, когда уже во взрослом возрасте что-то произошло, какое-то событие, что оставило какой-то негативный след на вас, то есть вы можете, в принципе, осознавать, что вот у меня был какой-то негативный опыт, и теперь я боюсь снова это делать, потому что только что я себе шишку набил, да, образно говоря, вы это понимаете. А то, что было когда-то давно в детстве, чаще всего мы это уже забыли. То есть тогда было множество разных факторов, которые на нас повлияли, которые сформировали нас как личность, сформировали в нас, возможно, какие-то негативные стороны нас, сформировали
сформировали какие-то ложные негативные убеждения, какие-то страхи породили. И все это сейчас продолжает на нас влиять, а мы это даже не осознаем, потому что мы просто забыли. Это было давно, и тогда тоже психика тоже защищает, тем более ребенка от какого-то травмирующего опыта. И все это у нас таким неким налетом лежит на нашей психике. Это то, что продолжает деструктивно на нас влиять. И почему мы совершаем порой какие-то неправильные вещи в жизни, делаем неправильные выборы, не можем быть более ответственными, более уверенными в себе и так далее. То есть вот нам не нравится, что мы не уверены в себе человек, и мы не осознаем, возможно, что все это идет из детства, что у нас там была какая-то травма, которая нас таким сделала. И когда человек начинает все это прорабатывать с психологом, когда человек начинает вспоминать свое детство, вспоминать какие-то болезненные вещи, это порой очень неприятно. И когда человек смотрит на всю эту ситуацию тоже, что с ним происходило, когда он был ребенком, почему это на него так повлияло, это, когда человек начинает все это осознавать, он как бы проживает эту ситуацию и отпускает. Он себя тоже таким образом излечивает, и потом эта ситуация, она больше на него не влияет, она перестает на него действовать. И у человека начинает налаживаться его жизнь. И, кстати, проработать свои эмоции, свое прошлое вы можете и самостоятельно, и без психолога. Просто некоторым людям это сложно, потому что тут нужен глубокий анализ, тут нужно самому себе задавать вопросы, все это доставать из себя, вспоминать, очень много писать на листке, чтобы все это докопаться до себя. Но это возможно. Вы можете прочитать книги по психологии, прочитать разные техники, можете действительно сделать это самостоятельно, если у вас, например, нет возможности сейчас заниматься с психологом. Так вот, что касается энергии, наш негативный какой-то опыт, какие-то травмы, они все равно продолжают забирать у нас энергию. Мы можем даже сами этого не осознавать, но это негативная программа, которая у нас тогда еще сформировалась в нас в детстве, она продолжает работать. И наш ресурс туда уходит, потому что мы в какой-то степени психика нас защищает, чтобы мы просто забыли, но в то же время есть вот это вот внутреннее что-то, что мы как тревогу, возможно, можем ощущать какую-то. Например, у вас сформировался какой-то страх, не знаю, банальный пример, возьмем, личную жизнь вы не можете построить, у вас там какой-то страх начинать входить в новые отношения, вам кажется, что вас предадут, либо еще что-то, и у вас постоянно внутри вас что-то грызет. Это может быть насчет чего угодно, потому что у каждого человека свои какие-то травмы. И это то, что отбирает львиную долю вашей энергии. И когда вы это отпускаете, вы, опять же таки, вы словно, словно в вашей душе была какая-то дыра, откуда выливалась ваша энергия. Вы словно ее забетонировали, отремонтировали, и все. И ваша энергия сохраняется у вас, она больше не уходит на ваши травмы. Следующее, куда улетает ваша энергия, это нерешенные дела и неопределенность. Это, например, если вы хотели построить бизнес, у вас была бизнес-идея, вы там уже все продумали, а потом по какой-то причине вы это отложили. Вы там что-то сомневались, искали более подходящего момента, еще чего-то. И не реализовали это, но при этом это сидит у вас внутри и вас гложет. То есть вы прям чувствуете, что когда вы начинаете об этом думать, у вас чувство тревоги, и ваша энергия просто уходит на эти эмоции. То есть если вы что-то придумали, вы загорелись, нужно не перегореть, потому что часто люди не начинают что-то делать, потому что они просто перегорают. Они так долго об этом размышляют, так долго строят эти планы, порой они очень грандиозные, что человек просто такой: ой, его это так сложно. И поэтому, ребят, до этого доводить нельзя, потому что это будет вас потом съедать изнутри. Что касается отношений между людьми, если вы чувствуете, что вы с человеком остались как будто не поняты друг другом, то есть осталась какая-то недосказанность, какое-то ощущение неловкости, либо обиды, вы чувствуете, что вам нужно еще сказать ему что-то или что-то от него услышать. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь быть инициатором встречи, звонка, когда вы сможете с человеком все-таки еще раз поговорить и высказать
все, что вы думаете. И даже если вы не наладите отношения с этим человеком, возможно, у вас и не было такой цели, вы не хотите с ним общаться, вы завершите ваше общение и все, разойдетесь. Вы все равно это как бы на более такой приятной ноте закончите, и это перестанет у вас отбирать вашу энергию и не будет вызывать уже такого негативного осадка и каких-то негативных воспоминаний. Также съедают нашу энергию страхи. Когда человек чего-то боится, когда им завладел страх, его это парализует. Все, человек не может вообще адекватно принимать какие-то решения, у него нет сил. Скажу так, что, наверное, большая часть страхов человека, которые он испытывает, они являются ложными. Они никогда не сбудутся, все эти ужасные картины, которые мы рисуем в своей голове. И только маленький процент, который действительно может с человеком приключиться. И то вы должны понимать, что когда мы чего-то боимся, мы всегда можем сказать, что ну тут 50 на 50 может произойти, а может не произойти. Зачем же думать в негативном ключе, думать о том, что это произойдет, и бояться. Например, что мне помогает бороться со страхами. Помогает не бороться с ними. Когда я с ними борюсь, становится только хуже. А когда я полностью сдаюсь страху, говорю, ну окей, ну вот боюсь этого. Ну, например, произойдет это. Ну и что? Ну, конца света не будет. Приняла, примерила как бы на себя вот эту негативную картинку и тут же отпустила. То есть не то, что я там застряла в ней. Нет, я представила, я в какой-то степени смирилась и говорю, все, у меня нет страха, я больше об этом думать не буду. Как будет, так и будет. Я доверяю Вселенной. Также очень часто люди сливают свою энергию на других людей, причем сливают львиную долю своей энергии. Когда они обсуждают этих людей, когда они говорят о них в негативном ключе, сплетничают, завидуют. И тут все очень легко объяснить. Ну смотрите, где ваш фокус внимания, там и ваша энергия. Где ваша энергия, то вы и усиливаете. И то, что вы усиливаете, то вы притягиваете, вы материализуете. Смотрите, например, человек, который хочет создать какой-то бизнес, интересуется бизнесом, он обращает внимание там, на какие-то бизнес-проекты, на какие-то стартапы, ему интересны какие-то другие бизнесмены, какие-то лекции, семинары. Он это замечает, он об этом говорит, его фокус внимания там, он отдает туда свою энергию, и в итоге он это материализует в своей жизни. Он начинает заниматься бизнесом и как бы окружает себя всем, что с этим связано. Либо представьте, кто-то сидит и вот так вот обсуждает другого человека и отдает ему всю свою энергию. Когда он еще говорит о нем негативно, завидует, это можно просто даже визуально представить, что это как грязь. И вот человек сидит, сам создает эту лужу грязи вокруг себя, сидит в этой луже, вот так барахтается в ней, пачкает себя. И все, ну вот как-то так это получается. То есть кто-то свою энергию отдает для созидания чего-то, а кто-то отдает свою энергию какому-то непонятному человеку. Вообще, возможно, он его даже и не знает, потому что часто вот люди обсуждают публичных каких-то личностей, там тех же блогеров, ну, да кого угодно. Также негативная информация — это то, что у нас забирает нашу энергию, просто высасывает из нас ее, и мы чувствуем себя разбитыми, подавленными, нет сил работать, что-то делать. И я думаю, вы сами замечали, что когда вы долго читаете, смотрите плохие новости, все, просто хочется вот так лечь как овощ и спрятаться под одеяло и не вылазить вообще в этот мир. Так это работает, это правда. Поэтому тут очень важно соблюдать какую-то информационную гигиену, нужно выбирать несколько источников информации, то есть пусть их будет немного, и дозированно принимать информацию. Да, вы должны знать о каких-то вещах, но тем не менее не нужно вовлекаться в это слишком всей душой эмоционально, потому что это может разрушить вас. Самое главное — это ваше физическое, ментальное здоровье. Пока вы живы, да, пока вы здоровы, вы можете что-то делать. Вы можете помогать этому миру, вы можете созидать, вы можете что-то привносить, что-то строить. Если вас нет здоровья, да, вы не можете ничего. Поэтому саморазрушение — это всегда путь в никуда. Поэтому если говорить о ситуации, например, да, которая возникла в Украине, Россия напала на Украину, началась война ужасная, кровопролитная, люди каждый день узнают ужасные новости, сколько людей погибло и так далее. И тут нужно понимать, что да, реальность ужасная, но
Вы делаете тот максимум, который можете делать для того, чтобы как-то помочь. И каждый делает это по-разному. Кто-то жертвуют деньги, кто-то волонтерит, кто-то на фронте, кто-то создает какие-то рисунки, песни, кто-то занимается журналистикой. То есть каждый дает свою энергию для того, чтобы как-то помочь, для того, чтобы как-то улучшить эту ситуацию. Но просто, например, если вы сидите дома, ничего не делаете, просто разрушаете себя, свою жизнь этой информацией, при этом никак не помогая делу и не живя своей жизнью, ничего не делая, а просто вот сидите в новостях, это неправильный подход к ситуации. Это путь саморазрушения, как я говорю, это путь в никуда. Я очень рекомендую вам делать digital детоксы, когда вы не заходите в социальные сети, не заходите в какие-то новостные каналы, не смотрите новости. Это очень помогает нервной системе, помогает успокоиться, избавиться от тревоги. Вот у меня недавно был такой digital detox, и я прям настолько себя лучше стала чувствовать, это просто небо и земля. Это случилось, скажем, не совсем по моей воле, я приболела, и я ничего делать не могла, и как-то и пропало желание вообще заходить в социальные сети и узнавать новости. И хоть я и болела физически, ментально я реально отдыхала. Это прям было круто. И у меня получилось несколько недель вот такого отдыха, и это прям вау. Я понимаю, что 2 недели там не каждый может себе позволить, но хотя бы несколько дней нужно это делать, вы увидите разницу. Ну, в идеале несколько дней, но на регулярной основе, там, каждую неделю. Ну и последний пункт, которым я хотела завершить это видео, это борьба. Когда человек борется. Вы можете в жизни вообще выбрать 2 подхода. Один — это борьбы, а другой — это просто принятие и трансформация какой-то. И можно любое событие в своей жизни, любой аспект своей жизни прожить как бы из этих 2 состояний, либо из одного, либо из другого. Тут уже зависит от того, что вы для себя выбираете. И путь борьбы, он всегда будет энергозатратным, потому что вы боретесь. И просто задайте себе вопрос, с чем вы боретесь в своей жизни. Вы можете сказать: я борюсь с плохими привычками, я борюсь со своим лишним весом, я борюсь сама с собой, я борюсь внутри, у меня какой-то внутренний конфликт, во мне борется что-то с чем-то, я борюсь, я выгрызаю в этой жизни свое место под солнцем. У каждого сейчас может вылезти своя формулировка. Вот просто задайте себе вопрос, с чем я борюсь, запишите на листочке, и вы поймете, ответя себе на этот вопрос, куда уходит большая часть, опять-таки, вашей энергии. Потому что путь борьбы, как я говорю, это очень сложный путь. Другой путь, когда вы принимаете все в своей жизни. Вы принимаете себя, вы любите себя, свое тело, вы его принимаете, вы понимаете, что вы у себя одни, вы себя цените, но вы выбираете путь трансформации, вы занимаетесь спортом, вы занимаетесь фитнесом из любви к себе, потому что вы хотите себя чувствовать лучше, вы хотите выглядеть лучше, но при этом вы все равно себя любите в этой точке, в которой вы находитесь. И это уже не борьба с собой, это уже другое состояние, это занятие фитнесом, это трансформация себя и состояние любви и принятия себя. А другое состояние может быть борьба, когда вы говорите: я себя ненавижу, я не принимаю себя, мне не нравится, я буду бороться с этими лишними килограммами, я буду бороться со своими привычками, я буду ломать себя для того, чтобы стать другой. Вот, это неверный подход. И это касается всего, потому что все в этой жизни можно достичь более легким путем, без борьбы. Ребят, я всем вам искренне желаю быть в гармонии, в балансе, выбирать путь принятия любви к себе, без борьбы, без того, чтобы отдавать свою энергию на какие-то непонятные вещи в этой жизни. Для того, чтобы у вас всегда была энергия на себя, на свою жизнь, на реализацию своих целей и желаний. Я искренне вам желаю, чтобы ваши мечты осуществлялись. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, а мы скоро увидимся. Пока!